интересный факт. В 2018 году Оксфордский университет выбрал слово года. Да, эксперты полагали, что именно оно было символом самых обсуждаемых тем за те 365 дней. Количество просмотров страницы доблестного победителя на сайте Оксфордского словаря за год выросло на 45%. Почетное место заняло прилагательное toxic, которое переводится как «токсичный». Оно произошло от средневекового латинского слова toxicus, что переводилось как «отравленный», пропитанный ядом. Но вот человек, который всю жизнь общается на русском языке, скорее по привычке назовет отходы вредными или опасными, нежели токсичными. Встает вопрос: почему так много англичан искало значение слова «токсик» в интернете, если то было для них всю жизнь настолько же бытовым, насколько слово «вредный» является бытовым для нас? А причина вот в чем. Раньше прилагательное чаще использовалось в качестве обозначения химической угрозы для людей. Самыми частыми его соседями оказывались такие жители словаря, как химикат, вещество, газ, отходы и многие другие схожих сфер. Однако время все изменило. Специалисты не только определили слово года, но и составили топ-10 самых актуальных словосочетаний, среди которых второе место заняло выражение «токсичная маскулинность», пятое место — «токсичная среда», шестое место — «токсичные отношения», а седьмое — «токсичная культура». Рост значимости психологии в обществе показал то, что ментальное влияние тоже бывает ядовитым, ведь приводит многих к печальным последствиям. Эти годы, когда меня поливали грязью, всячески унижали, оскорбляли, я устала это терпеть. Слово буквально переродилось, его новое направление чуть ли не искоренило старое. Но почему токсичность только сейчас стала принадлежать не только химикатам, но и отношениям? Как она вызывает у нас чувство стыда, заставляя идти против себя? Давайте разбираться. Прямо сейчас это видео наверняка смотрит хотя бы парочка человек, которые искренне убеждены, что токсичность — это лишь новая игрушка зумеров. Но токсичность появилась далеко не в 10-х годах. Она с нами ровно столько, сколько на планете существует жизнь. В журнале Science антропологи сообщили, что некоторые из неандертальцев, живших 100 тысяч лет назад, были каннибалами и применяли насилие к своим сородичам. Подчеркну слово «некоторые», ведь большинство неандертальцев помогали друг другу. Они даже рыли ямы для покинувших этот мир. Токсичность в то время проявлялась инстинктивно, ведь все боролись за выживание. А вот в первом веке до нашей эры Марк Антоний, римский триумвир, оставил жену Октавию ради Клеопатры, египетской царицы. Те использовали друг друга. Клеопатра для защиты трона и независимости Египта, Антоний для ресурсов и армии. Это привело к гражданской войне и поражению в битве при Акциуме, после чего они подвели самостоятельные жизненные итоги. Приходится выражаться так, чтобы YouTube не проявил токсичность к этому ролику. А Нерон, римский император, изменял и публично унижал свою супругу, обвинив ее в бесплодии и измене, после чего подвел ей тот же самый жизненный итог. Манипуляции, эмоциональное и физическое насилие, обман и клевета существовали даже тогда. И если в наше время многих останавливает серьезное наказание за преступление, то раньше руки были развязаны. Делаем вывод. Современные люди лишь сняли розовые очки со своих глаз и начали замечать негативные тенденции, дав им подходящее описание. Начали проводить параллель между ядовитым веществом, которое уничтожает физически, и ядовитым нарушением личных границ, которое уничтожает сначала ментально, а потом уже и физически. Да, вы не ослышались. В университете Фридриха Шиллера были проведены исследования, которые показали, что воздействие раздражителей и воздействие совместной работы с токсичными людьми дают примерно одинаковый результат – стресс. А вот даже несколько дней стабильного стресса, в свою очередь, ослабляют нейроны в гиппокампе. Это парная структура, расположенная в медиальных височных отделах полушарий мозга. Она отвечает за пространственные способности, концентрацию внимания и память, а слишком сильное давление на нее приводит к расстройствам психики. Гиппокамп фильтрует информацию и выбирает, что нужно сохранить, а что можно забыть. Вы наверняка замечали, что длительные периоды стресса вызывают сильное снижение памяти. Многие из нас сейчас с трудом вспомнят в деталях, к примеру, сложное детство или непростые отношения. Но большая часть людей все равно продолжает игнорировать факт негативного влияния токсичности на наш организм. Поэтому предлагаю перейти к терминологии, актуальным примерам и способом сопротивления. Токсичностью в переносном значении принято называть негативное ментальное влияние на человека, нарушение его границ и свободы, причинение эмоционального, психологического, физического или социального вреда, часто маскируя это под норму, часть юмора или необходимую меру, вызванную некой причиной. Ты набрала целых 5 килограмм и выглядишь уже не очень. Тебе срочно нужно в зал. Что значит, я нарушаю твои личные границы? Я просто хочу, чтобы ты была красивой. Поблагодарить еще должна, что я о тебе беспокоюсь. Иногда это может говорить не только парень-абьюзер.
но и ваш внутренний голос. Это тоже токсичность, но уже направленная на себя. Заядлые агрессоры могут даже не чувствовать, что они поступают плохо по отношению к другим, ведь это закрепляется в качестве естественного в их глазах поведения, но это их не оправдывает. Кстати, психотерапевтка Эбигейл Бреннер пишет, что слово «токсичность» не является официальным психологическим термином. Оно скорее описывает то, что ощущается при взаимодействии с определенными людьми. Понятие очень общее. Каждый сам определяет, что для него является неприятным и в какой степени. Тут достаточно дать себе возможность чувствовать и анализировать ответные реакции организма на общественный запрос. Ведь одна пара друзей может жутко шутить друг над другом, но их двоих это будет устраивать. А вот в другой паре друзей один шутит, а другой чувствует себя сломанным. Ядовитая коммуникация основывается на создании враждебной среды. Если попытаться раздробить это на жизненные образы, то это склонность к осуждению и буллинг. Например, по признаку пола, У всех проблем одно начало, сидела женщина скучала. расы, веса, возраста, навыков, религии, одежды и буквально чего угодно. Негативный настрой в виде постоянных жалоб на жизнь, которые могут затянуть человека в треугольник Карпмана. Эгоцентризм, цинизм, садизм, нарциссизм, манипуляции, постоянные сплетни, попытки поменять человека, зависть, высокомерие, мания контроля и многое другое. Стабильная пассивная агрессия в виде сарказма тоже входит в эту категорию. Но если была бы твоя работа, чтобы стремиться узнать, Юра, если бы ты хорошо бы относился к своей работе, ты бы, когда я тебе сказал, приезжай в Донецк, ты поехал бы в Донецк. Я бы позволил себе сказать, что токсичность – это любой несправедливый негатив в сторону человека. И именно поэтому он включает в себя так много отдельно живущих категорий. Многие часто внушают заслуженность негатива, преследуя цель аргументировать свое нападение. Но важно помнить, даже если вы на самом деле как-то помешали жить именно самодостаточному человеку, тот наверняка попробует провести разговор, где выскажет свои недовольства. Конечно же, при условии важности вас в его жизни. А если беседы ни к чему не приведут, то он не будет терпеть, винить и пытаться поменять вас. Он просто сделает выбор в пользу завершения неудовлетворительных взаимоотношений. Если для адекватного начальника вы плохой работник, тот просто сделает выбор в пользу другого, а не будет унижать вас каждый день с целью замотивировать, как это делают многие родители при помощи ремня. И мысль о выборе, как и мысль об унижениях сотрудника, приходит автоматически. Мозг запрограммирован включать привычную модель поведения. Это прекрасно, стремиться к личному комфорту и иметь свои ценности. Но важно помнить, что кто-то может их не разделять. Поэтому рациональнее просто найти тех людей, с которыми вы словите матч. Предлагаю заострить внимание на коммерческих взаимоотношениях, ведь многие могут найти в этом себя. Разберем самый популярный пример токсичной культуры. Начальник и его подчиненный или подчиненная. Мы уже разобрали модель здорового начальника. Теперь предлагаю перейти к суровой реальности. Подобная иерархия изначально подразумевает неравенство. Высшая ступень всегда имеет возможность позволить себе сверхнормы, а низшая должна это принимать ввиду зависимости от высшей. Эту систему можно сравнить с патриархатом в отношениях. Если подчиненная фигура выражает принятие, а главная фигура понимает ответственность, то почему бы и нет? Но чаще всего властью начинают злоупотреблять. Угрозы увольнением, пассивная агрессия, небезопасные условия труда, которые игнорируются. Непредсказуемый график, несвоевременные выплаты, зависть, неконструктивная критика, а иногда и приставание к особям женского пола. Все это терпится людьми каждый день. Пребывая долгое время в подобной токсичной среде, подчиненные привыкают и перестают стремиться к комфортным условиям. Ведь они убеждены, что это норма, что так везде. Особенно если схожая среда уже сопровождала вас в детстве или юности. Некоторые наши родственники застряли на таких работах, десятки лет оправдывая это стабильностью. Как итог, срывы на близких, злоупотребление спиртным с целью хоть как-то заглушить крик предательства собственных интересов и компенсация вызванного токсичностью стыда путем игры по установленным правилам. О чем я рассказывал в прошлом ролике на примере клипа «Босс» от инстасамки. Похудение было сделано с помощью препарата, который создает искусственное чувство насыщения, что очевидно вредит здоровью. Похудение было вызвано критикой окружающих, что только подкрепляет стремление соответствовать запросу токсичного общества вместо собственных желаний. То самое чувство стыда, про которое я уже сделал отдельный ролик, это последствия токсичности, против которой битва была проиграна. Мы с вами понимаем, что, например, токсичная маскулинность наносит гигантский вред жизням, ведь заставляет создавать себе образ, подавлять эмоции, привлекать к себе внимание, работать до проблем со здоровьем, осуждать по признаку пола и применять насилие. Но стереотипы о мужчинах и женщинах шли из поколения в поколение. С самого детства мальчикам говорят, что плакать плохо, грустить плохо, нужно жертвовать собой и зарабатывать. В этом заключается их истинная ценность. А истинная ценность женщины в приготовленных борщах, красоте и помытой квартире. Идя против этого ветра, все испытывают ужасный стыд, отчего примыкают к тем мнениям, которые проще,
привычнее и популярнее. Я убежден, что на нормализацию токсичности больше всего влияют социальные сети. Право голоса получили абсолютно все. Как знающие люди, так и люди, воспитанные улицей. Не нужно пытаться оправдать свое бездействие депрессии. Мои женщины не красятся. Это вызывает шизофрению. Когда тебе чужие люди подходят и говорят: у тебя очень классный автомобиль, очень красивая машина. Так же самое и жена должна такая быть. Что женщина должна давать своему мужчине? Поддерживать его в любых ситуациях, даже если он не прав. Давайте рассмотрим токсичность в контексте юмора. Если вы хотя бы иногда заходите в ТикТок, то наверняка замечали, как тысячи людей буквально пыхтят, чтобы придумать наиболее креативные оскорбления, создавая массовый буллинг. У таких людей, как правило, пустой аккаунт и рандомная картинка на аватарке. Оскорбляют даже больных детей, которые не выбирали родиться такими. Страшно осознавать, что все это делается именно ради лайков и хвастовства ими своим друзьям, ради самоудовлетворения. Ведь иных целей тут просто не получится увидеть при всем желании. Что общего между ребенком и пердежом? Нравится только свой. Снимает все. Сергей, подождите, пожалуйста. Серьезно? Все нормально. Все нормально, бро. Это не новинка. Еще 10-15 лет назад 4chan и другие крупные паблики делали деньги на таком аморальном юморе. Можно вспомнить популярную ныне программу «Что было дальше?», суть которой заключается в том, чтобы весело поливать гостя дерьмом. Это токсики шоу нахер. Недавно там появился комик Илья Соболев. И ему удалось даже ветеранов черного юмора заставить защищать свои личные границы. Самое грустное заключается не в том, что кто-то на этом зарабатывает, а в невероятном спросе общества на унижение других. Абсолютно не секрет, что потребляемый нами контент впитывается в подсознание, отчего зритель частично перенимает такой стиль общения, а границы дозволенного у людей в реальной жизни могут быть совсем иными, нежели у гостя этой студии, который заранее готовится получать грязь. Не смешно. Возникает логичный вопрос. А почему многие человечки так яростно пытаются посягнуть на чью-то жизнь? Им что, своей не хватает? Грустно, но факт. Внушительная часть общества принимает токсичность близко к сердцу, однако чаще всего это лишь проекция собственных ментальных проблем. И у каждого подобного нападения есть своя функция. Например, попытка избежать или защититься от мощных угрожающих чувств, таких как тревога, горе, стыд или зависть, получение персональной выгоды или удовлетворение чувства собственной важности. Агрессор ложно ощущает себя победителем, когда получает в ответ смирение. Если же он получает в ответ защиту, вскипает от ненависти, ведь уже привык получать свое вознаграждение в виде подавленности жертвы. Продолжим. Желание ударить кого-то исходит из низкого эмоционального интеллекта. Желание контроля своего партнера – это страх быть обманутым и остаться в одиночестве. Забавно, что именно эти аспекты в наше время могут определять степень твоей мужественности. Оскорблять кого-то в комментариях – это зависть и неудовлетворение от своего существования. Попытки изменить человека под себя во всем, неспособность выбирать, принимать и нести ответственность за свой выбор. Люди не могут победить себя, от чего бросаются на других. Ведь это гораздо проще. Именно это осознание может помочь по-новому взглянуть на жизнь. И если мы будем пробовать искать полутона, а не делить все на черное и белое, то на демонизированную токсичность можно взглянуть и под другим углом, под углом саморазвития. Боюсь, что на веку проработанных людей за такие высказывания можно получить тухлых помидоров. Но что нам остается, кроме того, как изъять из негатива ценный опыт? Многие наши братья и сестры по планете, пережившие сложные токсичные испытания в жизни, отмечают, что это сделало их сильнее. Им есть с чем сравнивать, отчего те ценят добро гораздо больше. Ведь когда-то оно выдавалось им по талонам. Сама по себе токсичность исключительно уничтожает, но мы становимся сильнее, когда сопротивляемся ей. Иногда ряд ядовитых нападок может заставить задуматься о своей истинной принадлежности, ведь в комфортных условиях мы часто плывем по течению. Токсичность – это свойство коммуникации. Никого из нас не учили жить, не учили экологично проявлять свои эмоции. Мы учимся этому по пути. Иногда случаются сложные дни, критические ошибки, которые сильно влияют на эмоциональный фон. Поэтому опасно вешать ярлык токсичного человека на всех, кто в моменте проявил себя плохо. Лучше попробовать провести честный разговор и поделиться своими чувствами. Очень часто именно в процессе такой коммуникации люди делятся истинными причинами раздражения. И может оказаться, что холод в отношениях случился из-за тяжелой рабочей недели, а резкость в словах из-за съеденной обиды. Все смотрят на мир по-разному. Конфликты просто неизбежны. Но как часто они случаются и в какие дебри заходят – наша ответственность. А что делать, если разговоры оказались бесполезны? Как защищаться от токсичности, если способа избежать ее просто нет? Защита своих личных границ и минимизация токсичности
токсичности тесно связана с любовью и уважением к себе. Если хотите отдельный ролик на эту тему, напишите в комментариях. В 2 словах обойтись трудно. Будет очень тяжело не позволять пользоваться собой, если вы привыкли страдать, терпеть и строить образы, предавать себя, а не жить по-настоящему. Поэтому лишь новый опыт сможет вытеснить старый. От токсичности не спрячешься, вас может оскорбить даже мимо проходящий человек. Но самая главная задача — не просто пытаться убежать от своих чувств и человека, а проживать их, научить себя справляться с ними внутри без последствий. Ведь если только сумасшедшая истерика и пик негатива заставляют вас уйти от человека, завтра встретится тот, кому вы позволите довести вас до этого снова. А до этой истерики всегда появляются предупреждающие сигналы, которые мы игнорируем. Именно анализ реакции организма на слова людей, на потребляемый контент, на условия труда, на выполняемые каждый день действия может помочь узнать себя получше и прочувствовать те самые сигналы заранее. Действительно ли мне комфортно в этом коллективе? Чего больше приносят мои отношения? Позитива или негатива? Меня назвали не мужчиной из-за слез. Как я повел себя в ответ? Это высказывание логичное или стереотипное? Должен ли я делать так, как принято? Или так, как просит мое тело? Изначально кажется, что это невероятно сложно, но уже неделя таких детальных вопросов перестраивает мозг. В результате такого анализа можно обнаружить и собственные негативные установки, которые посягали на жизни людей вокруг вас. Токсичный — это не клеймо. У каждого есть право ошибаться, и у каждого есть право на этих ошибках учиться. Далеко не каждый может позволить себе моментально уйти с работы из-за токсичного коллектива, ведь обстоятельства диктуют свои правила. Но всегда можно поставить себе цель и размеренно двигаться к ее достижению. Например, разбив на небольшие шаги. Подчеркиваю слово «размеренно», ведь даже минимальный стресс в совокупности с внешним давлением может привести вас к выгоранию. Понимаю, что по работам скакать дело не самое приятное, но результативность этого гораздо больше, чем терпеть до конца своих дней, а потом понять, что все это было неважно. Поэтому, если вы нашли в этом себя, я настойчиво рекомендую вам обратиться к специалисту, а не продолжать учиться жизни только по гайдам в интернете. Пишите комментарии о ментальных сферах, в которых вам интересен мой анализ. Также подписывайтесь на ТГ-канал, там гораздо больше моих мыслей. Берегите себя. До скорых встреч.